Всем привет! С вами канал Power Device, и я хочу задать вам такой вопрос: часто ли вы используете приложение Google на вашем смартфоне? На самом деле, хотите вы этого или нет, но приложение Google – это неотъемлемая часть вашего Android смартфона. На своем канале я выпускал уже много роликов, которые говорят о том, как отключить то или иное отслеживание в различных настройках вашего девайса. В данном ролике покажу еще две настройки, которые касаются компании Google. После настройки отслеживание за вашим телефоном в разы уменьшится. Также хоть и немного, но однозначно сократится потребление вашей батареи. Эти настройки коснутся всех Android смартфонов. Первая будет в браузере Chrome, а вторая непосредственно коснется системы Android. Пойдем по порядку. Зайдите в браузер Chrome. Как известно, данный браузер принадлежит компании Google, и по умолчанию он стоит на 90% всех смартфонов. Если вы так же, как и я, пользуетесь данным браузером по умолчанию, то зайдите в него. Нажмите три точки. Внизу настройки. Конфиденциальность и безопасность. Смотрите, друзья, если ваш браузер обновлялся, то вот здесь во вкладке «Руководство по конфиденциальности» у вас должно быть новое уведомление. Нажимаем на эту вкладку. Начать. В недавнем времени в эти настройки Google внедрили дополнительные функции. Помогать улучшить просмотр страниц и поиск. В данной функции Google описывают пару плюсов. Работа браузера станет быстрее благодаря автоматической загрузке контента с учетом просматриваемой в настоящий момент страницы. Также в адресной строке будут показываться улучшенные подсказки. Но, друзья, обратная сторона этой функции – это отслеживание. Чтобы предсказать ваши дальнейшие запросы, URL посещаемых вами страниц отправляются в Google. За вами идет слежка. Рекомендую отключить данную галочку. Теперь нажимаем «Далее». Далее здесь ничего не трогаем, нажимаем «Готово». Далее, как я упоминал в начале ролика, будет еще одно отключение здесь, а потом перейдем в оболочку нашего смартфона и отключим отслеживание там. Не выходя из настроек браузера, заходим в эту вкладку «Отправлять запрос Do Not Track», что в прямом переводе означает «не отслеживать». Если вы запретите отслеживание, в запросы браузера будет включена специальная команда. Сайты могут интерпретировать ее и отвечать на нее по-разному. Например, некоторые сайты перестанут показывать рекламу, подобранную на основе посещаемых вами страниц. Другие же сайты продолжат собирать и использовать данные о работе вашего браузера. То есть, если мы включаем эту галочку Do Not Track, не отслеживать, то наш браузер перед посещением каких-то сайтов будет делать запрос на запрет отслеживания. И как здесь написано, некоторые сайты откликаются на этот запрос и перестают нас отслеживать, а некоторые нет. В любом случае рекомендую поставить эту галочку. В таком случае отслеживание будет намного меньше. Далее переходим к системной настройке, которая также есть практически на всех Android-телефонах. К сожалению, данная и в чем-то даже полезная функция следит за нашим смартфоном и также отправляет статистику в Google. Зайдем в настройки. Найдите у себя вкладку «Благополучие и родительский контроль». Друзья, данная функция принадлежит компании Google, и по умолчанию она встраивается в наши смартфоны из коробки. С одной стороны, если вы ребенку купили смартфон и хотите знать, какими приложениями он пользуется и сколько времени в них проводит, то можете все это узнать с помощью данной функции. Вот все наиболее используемые приложения на моем смартфоне. Например, нажимаю Telegram. Каждый день расписано, сколько я им пользовался. Друзья, если у вас включена данная функция, то все эти настройки, все эти параметры отправляются компании Google. Это тоже отслеживание за вами. Смотрите, если нажать здесь три точки, политика конфиденциальности. Если в каких-то приложениях от Google есть данная строка «Политика конфиденциальности», то это значит, что статистика вашего смартфона отправляется в Google. Здесь в некоторых пунктах они это и поясняют. Так вот, чтобы все это отключить, нажимаем три точки, управление данными, использование телефона за день, снимаем галочку, закрыть доступ в настройках. Практически то же самое будет и на других Android смартфонах. Найдите здесь цифровое благополучие, нажимаем на него, разрешить доступ, снимаем галочку, шагаем назад.
Функцию мы отключили, а вместе с ней и отслеживание. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылку оставлю в описании. Туда я скидываю много полезных фишек, файлов и так далее для Android смартфонов. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!